Добрый день всем! Меня зовут Татьяна, вы на канале Вязание Хобби. Сегодня я хочу вам показать мастер-класс по вязанию вот таких вот варежек. Это варежки на взрослую руку. Сейчас я одену и покажу вам, как они выглядят на руке. Что касается тыльной ладошки, здесь у нас лицевая гладь. На тыльной стороне у меня полупатентная резинка. Для того я ее использовала для чего? Во-первых, я вяжу на руку немножко более широковатую, поэтому полупатентная резинка, она, скажем, имеет свойство расширяться, поэтому я ее решила здесь применить. Это во-первых. Ну и для того, чтобы, скажем, быстрее связать варежки, никаких кос не применяя, для того, чтобы времени было меньше на вязание этих варежек, я решила вот этот узор связать. То есть он вяжется быстро, поэтому, в принципе, здесь ничего сложного нет. Что касается этого мастер-класса, я хочу сказать то, что это, скажем, мастер-класс скорее для начинающих. Те, кто еще ни разу не вязал, я думаю, сможет по моему мастер-классу связать вот эти вот варежки. Они вяжутся быстро. И что касается самого вязания, здесь у нас, в принципе, сложного ничего нет. Это у нас идет индийский клин, который делаются вот эти прибавочки на пальчик. И я здесь все подробно рассказываю, показываю. И, кроме того, есть текстовые подсказки. Что касается пряжи. Пряжа у нас, в данном случае, я вязала эти варежки из Crossbred Бразилии. 50% шерсть, 50% акрил и метраж 500 метров в 100 граммах. Я вязала в 2 нити. Что касается расхода на эти варежки, 60 грамм. Я больше остановлюсь на пряже, которая может быть применена взамен вот этой пряжи, из которой я вязала. Значит, метраж 250 метров в 100 граммах, ее можно заменить следующими. Смотрите, вот такая вот есть пряжа, нако на колен 5. И здесь у нас метраж идет, это у нас идет полушерсть, и метраж ее идет 500 метров в 100 граммах. То есть 2 ниточки. И такой же самый метраж у нас будет. Есть такая Magic Delicat. Пряжа для ручного вязания от Gora Delicate. Вот такая вот пряжа у меня тоже есть. Я думаю, вот такой вот у нее состав. Мохер, шерсть и акрил. И в 100 граммах 500 метров. Также можете вязать 2 ниточки. Здесь у нас благодаря мохеру варежки могут получиться более такие пушистые. Это очень мягкая такая красивая пряжа. Так, ну пехорка Crossbred Бразилии я вам уже сказала. Кроме того, можно применить и следующее. Смотрите, Alize Lana Gold. В данном случае у меня батик, то есть она идет секционного окрашивания, 49% шерсть. Остальное акрил и метраж 240 метров. То есть, что касается Alize Lana Gold, то здесь можно, в принципе, любую подобрать именно вот такой пряжи. Так, любая подойдет Alize Lana Gold. Так, в данном случае вот классик, тоже полушерсть и тоже 240 метров. То есть, видите, очень много пряжи есть для такого, скажем, для такой замены. Так, что касается Alize Real 40 Ангора, метраж у нас идет 480 метров. Если будете вязать 2 ниточки, у вас получится метраж 240 метров. Но она идет немножко вот с таким пушком. Это Ангора Реал. Так, и состав ее 60% акрил, 40% шерсть. Вот такая вот пряжа. Есть еще, кроме метража 480 метров, есть еще пряжа немножко потолще, Реал 40 плюс. Та же самая Ангора. Вот видите, одинаково Ангора, Реал 40, но здесь плюс, потому что она в 2 раза толще. То есть у нас уже метраж идет 225 метров
в 100 граммах. Если хотите, скажем, чуть-чуть потолще варежки, они тоже подойдут. Как видите, разнообразие большое. Здесь такой метраж можно просто заменить любыми, и не только этими. Даже та же самая бобинная пряжа. Если есть, можно подобрать несколько сложений и посчитать вот этот примерный метраж. Если вы заинтересовались вязанием таких варежек, смело вяжите, я думаю, у вас все получится. Единственное, скажу, что у меня обхват руки, на которой я вязала эти варежки, 19 сантиметров. Так, в готовом виде у меня получилось, что они 20 сантиметров. И, естественно, для того, чтобы понять, почему они растягиваются. Вот это вот у нас полупатентная резинка, которая растягивает нашу вот эту вот тыльную сторону. Приятного всем просмотра! Я надеюсь, что этот мастер-класс вам будет полезен. Нажимайте пальчик вверх, переходите по ссылочкам в описании, там тоже есть много интересного, полезного для вязания. И приятного просмотра! Пряжа у нас пехорка Crossbred Бразилии. Здесь у нас получается полушерсть, 50% шерсть, 50% акрил. Метраж 500 метров в 100 граммах. Но я буду вязать 2 ниточки, то есть на выходе у нас получается 250 метров в 100 граммах. Что касается спиц. Поскольку я буду вязать на более широкую руку, я буду набирать на 3,25 мм спицы. Затем основное полотно, манжет я буду вязать вот этим вот 3,25. Так, а основное полотно дальше буду вязать 3,75. Так, если у вас ручка, скажем, немножко обыкновенная или худенькая, вы можете поступить следующим образом. Набирать те же самые петли, сколько я буду провязывать, их будет 40. На манжет наберете троечкой, а основное полотно уже будете вязать 3,5. Так, то есть, видите, скажем, разницу в размере варежки можно регулировать размерами спиц. Я же буду сейчас набирать на спицы номер 3,25 40 петель плюс 1 петлю для замыкания в круг. Набираю самым своим любимым способом, эластичным, поэтому я размотала вот такой вот, скажем, моточек отдельно, чтобы было удобно вязать на моталке. Так, отмеряем количество, длину нашей нити. Каким образом? Вот смотрите, берем на спицу наши 2 ниточки и затем наматываем 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, и вот эта вот длина, получается, нужна для того, чтобы набрать 10 петель. Поскольку нам надо набрать 40 петель, значит, мы должны в 4 раза больше эту длину отмерить. Так, 2, вот 3 и еще одна, 4. Так, ну и, конечно, небольшой запас, там сантиметров 5-7. И набираем эластичным способом. Заводим спицу под нить. Указательным пальчиком нажимаем, скажем так, и подхватываем с большого пальца, а затем с указательного и заводим вот эту вот петлю. Сбрасываем на спицу, у нас получилась двойная первая петля. Дальше действия будут повторяться. С указательного пальца дальняя ниточка, а с большого пальца ближняя, вот это. Заводим в эту петлю и снимаем на спицу. И повторяем эти действия. Вы можете набрать каким-то своим способом. Можете набрать итальянским способом или самым простым. И таким образом набираем 40 петель плюс 1 петлю для замыкания в круг. Сейчас вытягиваем спицу в 2 местах. В одном месте, в другом месте. Самое главное, посмотрите, чтобы у вас было полотно не перевернутое. То есть оно должно, петельки должны быть ровные. Вот эти вот наборный ряд должен смотреть вовнутрь. Замыкаем вязание следующим образом. Первая петля снимается на правую спицу, а с правой спицы последняя петля набрасывается на первую. И подтягиваем вот эту вот ниточку
Вот у нас замкнулось вязание в круг. Маркером отмечаем первую петлю и начинаем провязывать резиночку 1 на 1. Резиночка 1 на 1 будет обыкновенная, то есть одна лицевая идет, а вторая петля изнаночная. Так мы провязываем с вами до конца ряда. Дальше вяжем вот эти наши ряды столько сантиметров, сколько, скажем, вы хотите. У меня провязано здесь 22 ряда. В сантиметрах высота где-то 7-7,5 сантиметра. У меня варежка будет без отворота, поэтому если кто-то хочет, чтобы был еще отворот, значит провяжите еще немножко больше. Тут уже сами смотрите, регулируйте вот эту вот высоту этой резиночки. Сейчас мы переходим на спицы большего размера. Я беру спицы уже 3,75. И дальше будем вязать с вами резиночку. Будем вязать просто лицевую гладь. Для подъема пальца так мы с вами провяжем 6 рядов. Я думаю, будет достаточно. Если вы вязали резиночку спицами тройка, тогда переходите на спицы номер 3,5. И провязываем 6 рядов лицевыми петлями. Провязано 6 рядов лицевой глади, и сейчас мы будем формировать пальчик, вывязывать большой палец. Но в первую очередь обращаем внимание на то, что вот смотрите, вот это вот начало ряда. Так, мы в начале ряда. Сейчас мы будем вязать правую варежку, правую. Так, и пальчик большой будем формировать с этой стороны. Значит, получается вот таким образом у нас будет формироваться большой палец. То есть будет он вот здесь. Вот у нас ниточка начала ряда. И вот так вот мы будем одевать нашу варежку. То есть здесь у нас будет вывязываться большой палец. То есть мы с вами сейчас на тыльной стороне. Вот эта тыльная сторона. И по тыльной стороне я пущу небольшой, скажем, узор. Я отделила маркерами с двух сторон по 5 петель. И вот здесь вот у нас между этими 5 петлями будет небольшой узор. Узор будет просто полупатентная резинка. Провязываем первые 5 петель лицевые. Этот наш маркер проходим. Дальше начинаем вывязывать полупатентную резинку. Первая у нас будет петля лицевая. Мы ее будем снимать с накидом. Вот таким образом накид. И снимаем петельку. Дальше идет изнаночная. Мы ее провязываем изнаночной. Опять лицевую снимаем с накидом. Изнаночная. Лицевая с накидом. Изнаночная. Лицевая с накидом, изнаночная, лицевая с накидом, изнаночная. Переснимаем маркер, провязываем эти оставшиеся 5 петель. В следующем ряду мы вот эти вот накиды будем провязывать вместе с лицевой. Сейчас вывязываем большой палец. Провязываем с вами 2 петельки первые, лицевые. Это у нас будет ладошка, и на ладошке мы с вами будем провязывать все петли лицевые. 2 петельки мы с вами провязали. Вешаем маркер, то есть отделяем вот эти 2 петельки. Здесь у нас будет формироваться пальчик большой. Так, и сейчас мы с вами будем провязывать, делать накид. Когда у нас правая варежка, мы будем накид делать таким образом. Вот так. После маркера, то есть после вот этих 2 петель, мы с вами накид делаем, еще раз показываю, вот таким образом. Это у нас правая варежка. Дальше идут все петли ладошки. Все у нас они будут лицевые. Провязываем полностью до конца этого ряда. Это у нас идет первый ряд с прибавкой.
Прибавки мы будем делать через ряд. Следующий ряд у нас будет без прибавок. На другой спице сейчас мы с вами доходим до нашего вот этого рисунка. Этот рисунок, вы знаете, я специально, скажем, взяла полупатентную резинку. Она, конечно, знаем все, что она растягивается. Поскольку мне нужны варежки, которые более на широкую руку, значит, эта резинка растягивается полупатентная, поэтому здесь вот именно на тыльной стороне как раз будет и хорошо. Потому что есть рисунки, которые стягивают полотно. Так, вот, допустим, у меня детские варежки. На канале у меня есть мастер-класс по детским варежкам. Там узор звездочка. Там он более плотный, и он стягивает полотно. Поэтому провязываем сейчас вот эти 5 петель. После маркера, когда у нас были прибавки, мы с вами будем делать в следующем ряду. Провязываем вот эти вот лицевую и накид вместе. Вот так. Изнаночную мы провязываем все время. То есть мы здесь одинаково провязываем. Накиды провязываем вместе с лицевой. И таким образом мы с вами будем на этой стороне провязывать вот этот вот рисунок. Я уже больше показывать не буду, еще раз повторю. Первый ряд у нас будут накиды вместе с лицевыми петлями. Лицевые будут сниматься и одновременно делаем накид. Вторая петля у нас изнаночная. Она будет всегда изнаночная и в четных рядах, и в нечетных рядах. Итак, мы с вами будем повторять через ряд. То есть один ряд с накидами, второй ряд без накидов. Запоминать, в принципе, легко, когда делаются накиды. Вот когда мы будем делать здесь накид после маркера, 2 петельки провязываем, делаем накид. Так, следующий ряд у нас будет провязываться вот этот вот накид. Так, переходим на эту спицу. Я вам покажу, как мы будем провязывать эти накиды возле пальца. Мы будем их провязывать скрещенными, для того, чтобы не было дырки. Смотрите, вот эта вот стеночка, мы ее подхватываем вот таким образом. И провязываем лицевой. Подтягиваем немножко. И таким образом провязываем полностью дальше все петли ладони. То есть обращаю ваше внимание на то, что делаются, как я уже сказала, прибавки через ряд. В следующем ряду у нас будет прибавка. Через ряд опять мы провяжем вот точно таким же образом. Далее будем вязать самостоятельно. И вот этот вот рисунок тоже вывязываем одновременно. Итак, мы с вами будем делать возле маркера 10 прибавок. То есть у нас получится 20 рядов, которые мы с вами дальше провяжем. Провязываем дальше самостоятельно. Я уже выполнила все прибавки. 10 прибавочек у меня. Вот так они выглядят. Видите, провязанные. 10 прибавок, то есть 20 рядов вместе с прибавками. Вот это вот мы с вами провязали. И в сантиметрах вот этот вот клин 7 сантиметров. Точнее, даже вот отсюда мы с вами его провязывали 6 сантиметров, но до манжета получается 7. Так, и сейчас мы с вами будем переснимать петли для пальца на отдельную ниточку. То есть мы с вами будем соединять уже вязание тыльной стороны и вот этой ладошки. Для начала мы должны переснять петли пальца большого. Вот эти вот 2 петли, которые мы с вами делали, они пойдут на палец. И вот эти все прибавки, которые мы с вами выполнили. То есть всего на палец получится 12 петель. Мы их сейчас должны переснять. Для этого можно взять иголку с контрастной ниточкой или просто контрастную нить. Вот как в данном случае я закрою при помощи контрастной нити.
Таким образом, первую провязываем, вторую провязываем, предыдущую набрасываем на вот эту вот следующую петлю. Маркер нам уже не нужен. Дальше опять провязали и предыдущую набрасываем. И вот таким образом закрываем эти петельки. Они нам будут, пока они не нужны. Они пойдут на палец. Если вы где-то потеряли, скажем, не знаете, сколько петель вы набрали, можно посмотреть вот таким образом. Смотрите. Вот у нас эта петля первая, которую мы с вами набирали. Это у нас еще была на спицах. А вот эта вот петля, вот видите, она уже была набрана с помощью накида. Поэтому ведем аккуратненько вверх. И вот эта вот петля, мы с вами последней должны ее закрыть. Закрываем эти 12 петель. Проверим еще раз. Последняя петля. И эту последнюю петлю, ниточку вытягиваем. Вот таким образом мы закрыли. После того, как мы пересняли петли на палец, мы сейчас замыкаем вязание в круг. Но смотрите, в самом начале у нас было 40 петель. 2 петельки мы оставили на пальчик. Значит, после того, как мы оставили петли на большой палец, у нас должно быть то же самое количество, что и в самом начале. Поэтому мы должны сейчас набрать еще 2 петельки. Набираем воздушным способом, скажем так. Вот набрасываем нашу ниточку вот таким образом на спицу. 1 петля и 2 петля. И затягиваем только туго. Вот эти вот петельки мы с вами набрали. И дальше замыкаем вязание в круг. Очень тесно вот здесь вот соединяйте свое вязание. И дальше у нас идет вязание ладошки, затем тыльной стороны. Опять же сохраняйте вот этот вот рисунок. И провязываем дальше. Когда же начинать делать убавки в варежках? Вы знаете, вот сейчас я одену лучше варежку и покажу вам. Так, вот смотрите, вот мы с вами вяжем. После того, как мы уже отделили петли на большой палец, мы с вами вяжем дальше по кругу. И когда наше вязание закроет мизинец, вот тогда мы будем делать убавки. То есть вот эту часть, мысок, мы с вами будем уже убавлять. А так мы полностью прямо вот сейчас идем и вывязываем полностью, закрываем мизинец. То есть провязали и померили. Так, у меня провязано вот отсюда и до формирования мыска 35 рядов. В сантиметрах у меня получилось 9. Давайте остальные сразу размеры. Вся длина 24 сантиметра. До резиночки у меня получилось 17. Так, вся сама резиночка, как мы с вами говорили, где-то 7 сантиметров. Так, и вот это вот наше расстояние от резиночки до провязывания большого пальца 7 сантиметров. Так, ширина сантиметра. Так, что касается количества рядов, значит, здесь у меня провязано 22 ряда резиночка. Дальше 6 рядов лицевой глади. Дальше 20 рядов, когда мы с вами прибавляли петельки. 10 прибавочек у нас было, и получилось 20 рядов. Прибавки были через ряд. Так, и здесь у нас 35 рядов. Так, сейчас мы с вами будем формировать мысок. Вот смотрите, лучше всего, если вы вяжете на чулочных спицах, лучше всего расположить вот таким образом. То есть поделить вязание на 2 части. Вот это вот ладошка и тыльная сторона.
И при убавке мы с вами будем делать вот в начале вот этой спицы, скажем так, и в конце. С другой стороны то же самое. В начале и в конце. Но мы с вами будем оставлять одну петельку в начале ряда и в конце. То есть у нас убавки будут вот эти вот 2 петельки, а в конце ряда 2 предпоследние петельки. С другой стороны то же самое. Одну петельку мы с вами провяжем, а 2 вот эти вот будем убавлять. И с этой стороны точно так же. Одну оставляем, 2 убавляем. Так, каким образом мы с вами убавляем эти петли? Смотрите. Если мы вот так вот вяжем варежку нашу, так, вот мы сейчас с вами довязали, так, и будем формировать наш мысок. Значит, вот здесь вот мы будем делать убавку влево, а здесь убавку вправо. То есть вот здесь вот в начале спицы мы будем делать убавку влево, а в конце мы будем делать убавку вправо. Сейчас вам покажу, как мы будем это провязывать. Начало ряда, как мы уже сказали, вот здесь вот у нас, видите, ниточка, и с тыльной стороны мы с вами начинаем. Так, провязываем первую петлю лицевой. Дальше у нас идет убавка, как я уже сказала, влево. Каким образом она провязывается? Первая петля у нас снимается, вторая мы будем провязывать, и ту, которую мы сняли, набрасываем на следующую. Это убавка влево. Вот так вот мы будем делать в начале спицы. Дальше провязываем все петли лицевые. Сейчас вот эти вот маркеры мы можем снять, и мы с вами будем дальше провязывать все петли, в том числе вот этот вот рисунок наш, все петли будут лицевые. Убираем наш маркер, довязываем до 3 последних петель этого ряда. Так, и вот смотрите, у нас сейчас остается 3 петли. Мы с вами делаем убавку вправо. За передние стеночки подхватываем вот таким образом и провязываем убавку вправо. Еще раз покажу. Подхватываем 2 петельки за передние стенки. И вот таким образом это у нас будет убавка вправо. Последняя петля провязывается. Точно таким же самым образом мы с вами будем делать убавки и на другой стороне. То есть первая петля у нас провязывается. Мысок у нас будет провязан все петли лицевые. Так, и идет у нас убавочка влево. Первая петля снимается, вторая провязывается. И ту, которую мы сняли, набрасываем на следующую петлю. То есть это убавка влево. Дальше идут петли все лицевые. Довязываем до 3 последних петель этого ряда. И смотрите, у нас идет убавка вправо. 3 последние петли, значит 2 предпоследние петельки мы с вами провязываем за передние стенки лицевой. Вот таким образом. Это убавка вправо. И последняя петля у нас провязывается. Второй ряд мы вяжем без убавок, то есть все петли у нас будут лицевые. Третий ряд. Опять мы с вами делаем убавки. Точно таким же самым образом, как и в первом ряду. Первую петлю провязываем. Дальше идет убавка влево. Снимаем. Вторую провязываем. И набрасываем на следующую.
После этого идут все петли лицевые. В конце ряда у нас идет убавка вправо. Вот у нас 3 петли остается. Мы с вами 2 предпоследние петельки провязываем лицевой с наклоном вправо. Последняя петля провязывается. На этой стороне мы провязываем точно так же убавки. Это 3-й ряд, а в 4-м ряду мы вяжем без убавок. В 5-м ряду также делаем убавки. Провязываем. Эту петельку мы снимаем, вторую провязываем и набрасываем на следующую петлю. Дальше у нас все петельки лицевые. В конце ряда также делается убавка вправо. Следующий ряд, 6-й, будет без убавок. Провязываем пока самостоятельно. Так, в 7-м ряду опять такие же самые убавочки. 8-й ряд уже будет без убавок. Так, сейчас уже 9-й ряд. И это уже будет последний ряд с убавками. У нас здесь 12 петель на одной спице и на второй 12. Останется 10 петель, когда мы с вами сделаем убавку. И последний ряд, 10-й, будет уже без убавок. Провязываем дальше. Итак, 10 рядов у нас провязано в мыске. Осталось 10 петель на одной спице и 10 петель на второй. Сейчас отмеряем примерно в 3 раза больше вот это вот наше расстояние. Вот это вот одно, второе расстояние и третье. Отрезаем ниточку и будем сшивать наши петельки швом петля в петлю. Сейчас я уже не буду показывать, как выполняется этот шов. Если кто-то не умеет, вы можете перейти по ссылочке. Сейчас она появится в правом верхнем углу, посмотреть. И я думаю, вам будет все понятно. В крайнем случае, если вы не хотите выполнять этот шов, вы можете просто стянуть ниткой. Но для этого вам нужно еще будет провязать хотя бы 2 ряда с убавками. То есть должны провязать еще 2 ряда, когда у вас останется только 2, 4, 6 петель. И тогда вы можете стянуть иголочкой и заправить вовнутрь. Так, закрыла я уже петельки. Вот так у нас получается вот этот наш мысок. То есть это у нас шов петля в петлю. Так вот на этой стороне у нас варежка выглядит. И вся длина у меня варежки 27 сантиметров. Теперь вяжем пальчик. Берем вот эту вот ниточку там, где мы с вами заканчивали. Вытягиваем аккуратно. И подхватываем вот эти вот наши петли. Вот она видна, вот это вот наша петля. Это первая петля. Аккуратненько вытягиваем. Итак, петельки мы уже пересняли на спицы. На одной спице у нас 6 петель, на второй 6. И сейчас еще дополнительно будем набирать 6 петель. То есть у нас получается пальчик будет 18 петель. 12 плюс 6. 18 петель. Так, сразу возьмем еще одну спицу дополнительную и поднимем вот эти вот наши петельки. Вот смотрите, с этой стороны начинаем поднимать. Вот эту можно поднять. Дальше можно взять вот эту. Вот смотрите, уже будут 3 петельки. Смотрите сами, чтобы был аккуратный такой набор вот этих вот петель. 2, 4, еще 2. Здесь мы, наверное, возьмем и
сбоку еще одну вот здесь вот. Так. И сейчас мы с вами начинаем. Так, берем ниточку в работу и начинаем провязывать. Первые вот эти вот 6 петель. Одна, вторая. Здесь у нас немножко они перекрутились, поэтому все петельки, смотрите, что были ровные. Так, вторая, третья. Дальше идет 4. Так, это у нас идет 5 и 6. Так, теперь вторая спица. Так, сейчас подходим к этим петлям, которые мы с вами набирали на дополнительную спицу. Так, смотрите, если мы так провяжем, будет такая вот большая дырка. Поэтому можно провязать скрещенной. Вторую точно так же провяжем скрещенной. Это у нас идет 3-я петля. Дальше идет 4-я, 5-я и 6-я. Так, дополнительная спица нам уже не нужна. Так, сейчас мы с вами распределим эти петли на спицы. На одной спице 9 петель и на второй 9 петель. Так, и дальше провязываем уже лицевыми петлями. Просто все петельки лицевые. Провязываем дальше самостоятельно. Итак, провязано у меня 18 рядов на большом пальце. Если вы не знаете, когда нужно делать убавки на большом пальце, вы можете просто примерить и посмотреть. Если ваше вязание закрывает половину ногтя, значит тогда уже можно делать убавки. Убавки мы будем делать следующим образом. Одну петлю мы с вами будем провязывать, а 2 следующие мы с вами будем провязывать 2 вместе за переднюю стенку. И это у нас будет с наклоном вправо. И так дальше повторяем. Одну мы провязываем, а дальше 2 петельки вместе с наклоном вправо. На другой спице точно так же. Второй ряд убавок. 2 петли вместе с наклоном вправо. И опять 2 петли вместе с наклоном вправо. И у нас получается на одной спице 3 петли, на другой спице будет точно так же. У нас осталось 3 петли на одной спице и на второй. Сейчас отрезаем ниточку. Берем иголочку, заправляем нитку в иголку и стягиваем все это вместе и заправляем вовнутрь. Сейчас вяжется левая варежка. На левой варежке делаются прибавки на большой палец. Вот я их уже немножко прибавила. Каким образом? Если на правой варежке мы с вами делали, провязав 2 петельки в начале спицы, то на левой варежке 2 петельки мы в конце спицы отделяем маркером. И делаются прибавки, не доходя до этого маркера. Сейчас вам покажу. Доходим до маркера. Делается прибавка на левой руке вот таким образом. Переснимается маркер и провязываются эти 2 петли, которые мы с вами отделили после того, как провязали 6 рядов лицевой глади. И дальше делаются прибавки точно таким же самым образом. Следующий ряд мы провяжем, сохраняя также рисунок на тыльной стороне. 5 петель в начале спицы мы вяжем лицевыми. Затем идет рисунок полупатентная резинка. И 5 петель в конце спицы тоже будут лицевые. То есть точно такой же рисунок, как и на правой варежке.
Так, что касается вот этих вот накидов. Значит, у нас вот такой накид, какой я вам показала вам делать. Следующий ряд провязывается полностью. Здесь у нас накид будет провязываться вот так. Провязываем следующим образом. За заднюю стенку лицевой. Перекидываем маркер и опять провязываем эти 2 петельки. И вот таким образом на левой варежке мы также будем набирать наших 10 прибавок, которые пойдут на палец. Так, все остальное вяжется одинаково, то есть идентично, как вот на правой варежке мы с вами вязали полностью. Провязываем такое же количество рядов, затем делаем точно так же убавки в мыске, закрываем мысок иголочкой, шов петля в петлю, и пальчик вывязываем точно таким же самым образом. Закрываем также одинаково все. То есть отличие левой варежки заключается в том, что делаются прибавочки за 2 петельки до конца спицы. Поставили маркер и делаются прибавочки. И на этом у меня все. Я закончу левую варежку, постираю. Петельки все выровняются, станут более красивые. Если вам понравилось это видео, я буду очень рада. Подписывайтесь на мой канал, переходите по ссылочкам в описании, там тоже много есть интересного, полезного. Ставьте лайки, буду очень благодарна. Это будет стимулом мне снимать все новые видео. Всем спасибо за просмотр.